Поехали. Да. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Сегодня для вас Иван Червинский И Александр Карельский. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Сегодня для вас сразу после концерта говорит и показывает Иван Червинский И Александр Карельский. Кстати, сегодня, для тех, кто будет смотреть эту передачу, это уже завтра. И мы будем подводить итоги концерта по горячим следам, что получилось хорошо, что плохо. Друзья, давайте вместе подумаем, что можно улучшить, и проведем работу над ошибками. Вань, ну то, что заметил я, это то, что наш первый артист из Аргентины смог спеть только половину песни. Да, вот технически, первый вопрос, с которого мы начнем. Технически, конечно, наш концерт пока что не идеален, но я знаю, как это можно решить, и думаю, что интернет поможет разобраться со всеми техническими сложностями, потому что у нас еще была небольшая задержка звука и картинки, но я думаю, что это все мы сможем решить. Было также много позитивных моментов. Например, на первом концерте у тебя была не такая красивая камера, а в этот раз уже было поинтереснее. Да, вот И это... в этот раз у тебя у тебя не было задержки звука. То есть... Вань, спасибо тебе за отличную картинку меня на этом концерте. И самое-то главное, разумеется, мы будем говорить прежде всего о том, что вновь удалось собрать таких замечательных артистов на одном концерте. Это наш второй опыт, второй онлайн-концерт, приуроченный к годовщине выступления Димаша в Санкт-Петербурге год назад. И в общем и целом я считаю, что эта встреча удалась. И судя по многочисленным отзывам, которые мы получили, люди насладились и выступлениями, и артистами. И нужно сказать, что нам удалось собрать артистов с самых разных стран. Это были представители и из Латинской Америки, и из Европы, и из Австралии. В общем, это было потрясающе. Соответственно, ждем артиста на следующий концерт из Африки и из Антарктиды. Да, у нас только Антарктида осталась не задействована. Так что, друзья, если вы знаете артистов, которые могли бы выступить на нашем третьем онлайн-концерте Алга Димаш, то присылайте нам ссылки на них. У нас есть Telegram, у нас есть WhatsApp, с нами можно связаться еще в Instagram, ну или по электронной почте. И самое главное, Вань, мне очень понравилось, что на этом и на предыдущем концерте было сочетание как профессиональных артистов, так и любителей, просто поклонников Димаша из мира Дерз. Я думаю, как раз вот это сочетание дает вот ту гремучую смесь, которая помогает нам войти во вкус, потому что одно дело профессионально попадать в ноты, а другое дело открывать душу и полностью погружаться в песни. И я вот думаю, что многие как раз и полюбили вот эти встречи и вот эти онлайн-концерты как раз за возможность пообщаться и посмотреть, как люди, исполняя песни Димаша, раскрываются и расцветают. А я хочу сразу вспомнить беседы с музыкантами, с вокалистами, которые можно найти на нашем канале Алга Петербург. Подсказки, наверное, появятся. Я надеюсь на это. И самое главное, что я хочу отметить, оба вывода из бесед с этими вокалистами, они заключаются в том, что главное – это петь. И главное – это любить петь. Потому что каждый раз, когда человек поет, он получает не только выход своим эмоциям, он еще получает настоящее удовольствие. И я думаю, что все артисты, которые выступали и сегодня, и на первом онлайн-концерте Алга Димаш, они все получили большое удовольствие. Так же, как и тысячи зрителей, которые эти концерты смотрели. И у меня есть тому подтверждение, я хочу прочитать несколько комментариев. Альфия пишет: «Спасибо огромное, ребята, было супер, почаще бы. И обязательно подумайте над тем, что многие писали. Надо после каждой песни ставить звук аплодисментов. Мы-то пишем, но на слух тяжело, когда после замечательного выступления не слышно оваций». То есть люди очень хотят поддержать артистов, которые выкладываются на 100%. Поэтому это мы очень записываем. интересно. Да, мы читаем и записываем. Ева написала следующий комментарий. «Блестящий, потрясающий концерт. Спасибо огромное вам, ребята, за ваш труд и качественную организацию концерта. Очень надеюсь, что Димаш смотрел и радовался вместе с дорогими всего мира. Очень ждем новогодних концертов на вашем канале со всеми участниками, теми, кто будет впервые. Может быть, и сам Димаш поздравит нас с наступающим Новым годом во время концерта. Вот это был бы подарок».
Ева, я думаю, что стоит прислушаться к пожеланиям и всерьез задуматься, Вань, о третьем онлайн-концерте. Мы его назовем, он будет, разумеется, либо на Рождество, либо в сам Новый год. И пусть это будет бал-маскарад. То есть каждый вокалист, каждый музыкант, который, у нас же могут быть не только вокалисты, каждый музыкант, который будет выступать, он может выбрать для себя костюм, да? Новогодний праздничный костюм. Например, вот в детстве я часто был зайчиком, в костюме зайчика. Получается, что и наши артисты могут быть кто-то Дедом Морозом, кто-то Снегурочкой. Да, Ваня, я тоже, если честно, немножечко устал от смокинга, от бабочки. Хочу наконец-то уже снять цилиндр и одеть какой-нибудь новогодний костюм. Слушай, Дед Мороз, наверное, будет слишком банально, я буду лучше Санта-Клаусом. А ты можешь с акцентом сказать? Нет, даже не так, Вань. Санта-Клаус. Ну, а я тогда буду Дедом Морозом. Или, раз уж ты хочешь на иностранный манер, для того, чтобы поддержать финских вокалистов и финских диверс, я буду Йолоу-Пуки. О, отлично. А давай также попросим наших друзей подсказать нам, в каких бы ролях, в ролях каких персонажей они хотели бы видеть нас, Ваня, в качестве ведущих. Точно, да. Друзья, выбирайте нам роли. Наш новогодний образ. И еще один комментарий, Вань, хочу прочитать. Diamond DJI. Какая большая работа была сделана вами, организаторами такого концерта. Новые имена, новые исполнители. Ловила себя на том, что все время хотелось выключить свет, фонарика телефона и махать руками под такт песни. Смотрела концерт сразу с 2 телефонов, на случай, если вдруг зависнет, чтобы на втором смотреть не прерываясь. Выглядели, как всегда, супер. Я тоже накрасилась. В общем, уже жду 3-й концерт. Ну, мне кажется, это очень хороший комментарий, уважаемый Diamond DJ. Спасибо вам, что вы смотрели. Спасибо, что так серьезно отнеслись к просмотру нашего концерта. А мы, конечно, со своей стороны рады вас радовать. И надеюсь, что 3-й концерт будет еще лучше, еще качественнее. И в завершении хочется поблагодарить всех артистов, которые приняли участие во 2-м онлайн-концерте. Ждите интервью с участием этих звезд. Мы периодически будем с ними связываться, общаться, поэтому не пропускайте новые передачи на нашем канале. На этом все. Всем пока. Пока. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.